Я часто путешествую по Турции и летала в Стамбул уже огромное число раз. В эти 5 отелей я готова возвращаться, потому что от них остались только позитивные впечатления. Я подобрала отели в Стамбуле с удачным расположением в разных ценовых категориях, а в описании под видео оставила ссылки, чтобы вы могли рассчитать стоимость на ваши даты и забронировать проживание с оплатой в рублях. Если вы впервые летите в Стамбул, то наверняка захотите погулять в историческом центре города. Очень удобно остановиться в районе Султан Ахмед, рядом с одноименной площадью. Айя София, Голубая мечеть, Цистерна-базилика, площадь Ипподром, дворец Топкапы, красивый и спокойный парк Гюльхане, в котором живут попугаи, исторические базары – все в шаговой доступности. Кроме того, отсюда легко добраться до Босфора пешком или на трамвае. В этом районе я полюбила недорогой и уютный отель The End. Его главная фишка – открытая терраса с панорамным видом на исторический центр Стамбула. Именно здесь проходят завтраки в формате шведского стола. Они, кстати, вкусные, и выбор еды достойный. Классический завтрак в турецком стиле здесь собрать легко. В этом же ресторане можно ужинать или пить кофе с шикарным видом на площадь Султан Ахмед. Номера здесь уютные, чистые и не маленькие, как это часто бывает в отелях Стамбула. А если выбрать не самую простую категорию, то получите еще и симпатичный вид из окна. Интерьеры отеля оформлены красиво, а сотрудники очень приветливы. Несмотря на удачнейшее расположение, цены на проживание в The End Hotel приятные. Проверьте по ссылке в описании. Стамбул – очень интересный город, и сюда едут прежде всего ради экскурсий. В описании под видео я оставлю ссылку на проверенный российский сервис, которым уже давно пользуюсь сама и которому доверяют тысячи туристов. Вы можете заранее посмотреть варианты экскурсий и прикинуть свой бюджет. Там очень большой выбор. Пользуйтесь! Площадь Таксим – огромный транспортный узел Стамбула. Здесь есть метро, автобусные и трамвайные остановки. Отсюда легко уехать в аэропорт и дойти пешком до прогулочной улицы Истикляль, а по ней до Галатской башни. Жить в этом районе по-настоящему удобно. Пера Луна Резиденс – это небольшой и очень уютный отель в 2 шагах от площади Таксим. Тут всего несколько номеров и 4 этажа. Номера в отеле комфортные, свежие, симпатичные. Правда, небольшие по площади. Здесь можно забронировать проживание с завтраками. На шведском столе есть несколько горячих блюд, закуски, свежие овощи и фрукты, напитки. А на 1 этаже в любое время дня можно пить чай и кофе с выпечкой без доплат. Сотрудники тут дружелюбные и улыбчивые. А раз в неделю в отеле проходят вечера живой музыки с угощениями, тоже без доплат. Если вам нравятся уютные современные отели за адекватную стоимость и вы планируете много перемещаться по Стамбулу, то Пера Луна Резиденс может вам понравиться. Один из моих любимых районов в Стамбуле – Кадыкёй. Он душевный, уютный и не слишком шумный. Здесь есть симпатичная набережная для прогулок. Она понравится тем, кто хочет любоваться Босфором и дышать свежим воздухом в огромном мегаполисе в перерывах от прогулок по достопримечательностям. Здесь обычно немноголюдно, если вы гуляете не в выходные. При этом осматривать исторический центр Стамбула будет очень удобно. Всего 20 минут приятной морской прогулки на пароме, и вы уже в районе Каракёй у Галатской башни. Еще 10 минут, и вы в историческом центре у причала Эминönü. Халкидон Hotel Istanbul – это недорогой отель в Стамбуле, и номера тут довольно простые и не самые современные. Но важно, что они чистые и комфортные. Есть просторные варианты. В отеле сервируют завтраки в формате шведского стола.
Несколько горячих блюд, овощи, выпечка, 1-2 вида фруктов. В ресторане есть терраса, откуда можно любоваться Стамбулом. А прямо возле отеля вы найдете множество ресторанов с адекватными ценами на еду, уютные кофейни и бары. Важное туристическое место в Стамбуле – пешеходная улица Истикляль, по которой курсирует легендарный ретро-трамвай. Жить рядом с этой улицей очень удобно. Отсюда можно дойти или доехать на том самом трамвае и до метро, и до фуникулера, который доставит вас к Босфору, и до улицы рядом с Галатской башней, а также отправиться гулять в Галата-порт. На Истикляле множество магазинов одежды и сувениров, отличные рестораны и кофейни, бары и скрытые достопримечательности Стамбула во внутренних двориках. Однако сама улица Истикляль шумная, поэтому здесь я выбрала отель на ее ответвлении. Всего 1 минута до самой улицы, а какая тут тишина! The West East Hotel and Spa очень современный и стильный. Его интерьеры ассоциируются у меня со сказкой «Алиса в Зазеркалье». Номера тут небольшие, но все же комфортные. Без доплат гостям доступен отдых в небольшом спа-центре. Это огромный плюс в холодное время года. Завтраки в мой заезд были и классическими турецкими с множеством маленьких тарелочек, которые всегда вызывают восторг у туристов, так и в формате шведского стола. Не могу сказать, от чего это зависело. У отеля The West East очень хорошие отзывы и высокий рейтинг, и эти оценки, на мой взгляд, справедливы. Отличный район Стамбула, в котором стоит остановиться – Беяглу. Особенно квартал рядом с Галатской башней. Живя здесь, вы сможете сделать шикарные утренние фото на фоне этой достопримечательности без толпы туристов. К тому же рядом находится паромный причал Каракёй, откуда удобно добираться в Султан-Ахмет. В этом районе я особенно полюбила 5-звездочный дизайнерский отель The Bank Istanbul, отмеченный ключом Мишлен. Этот стильный бутик-отель расположен в историческом здании бывшего банка на фотогеничной Банковской улице. Дом построили в 1867 году в стиле неоренессанса, а перед открытием отеля владельцы провели деликатную реставрацию, вернув ему прежний респектабельный вид. Они добавили панорамный бар на крыше, уютный видовой ресторан, фитнес-зал и спа-центр. Для гостей проводят бесплатные кулинарные мастер-классы, которые знакомят с турецкой культурой. В отеле The Bank высокие потолки, большие окна, мраморные колонны, камин, рояль – все это переносит в атмосферу XIX века. В бывших хранилищах теперь расположены конференц-залы, а холлы и вестибюль украшены раритетными кассовыми аппаратами и пишущими машинками. Завтраки здесь по-настоящему вкусные и сытные. Есть заказ по меню и дополнительная зона в буфете. Это самый дорогой отель в моей подборке, но свою цену он отрабатывает до рубля. The Bank Istanbul подойдет тем, для кого проживание в Стамбуле – это не просто ночлег, а дополнительное впечатление к отдыху. Ссылки на эти отели вы найдете в описании под видео. Там же я оставила свои самые полезные ролики о Стамбуле с готовыми маршрутами на 1 или 2 дня, самостоятельно или с экскурсиями. До новых встреч!